Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Это канал о вязании, и в этом видео я научу вас вязать вот такой вот беретик. Смотрите, вот его центральная сторона. Связан этот берет в технике бриош крючком или боснийская вязка крючком. В общем, кому как нравится, тот так и называет. Основа этой вязки — это соединительные петли и соединительные петли с накидом. Также хочу порекомендовать вам другой берет. Если вы только начинаете знакомиться с этой техникой, то у меня есть более простая модель для начинающих. Она подойдет идеально. Здесь нет вот этих вот переплетений, листиков, веточек. Здесь просто как бы имитация резинки, но этот берет тоже связан 100% крючком. И видео вот об этом берете вы найдете либо по подсказке, либо внизу по ссылке. Поэтому, если вы вяжете первый раз в этой технике, я настоятельно рекомендую сначала связать более простую модель. В данном видео я подробно покажу и расскажу, как вязать такой берет. Данный берет вяжется клиньями. У меня здесь 8 клиньев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Поперечными рядами. Покажу, как набрать секретный набор петель для того, чтобы потом аккуратно его сшить. Естественно, расскажу, как вяжется клин, как переходить от одного клина к другому, и затем, как аккуратно и незаметно сшить данное изделие. Вы можете наблюдать, что шва здесь не видно нигде. Да? На изнаночной стороне он виден, на лицевой стороне не виден. Здесь будет односторонний шов, немножко не тот ювелирный шов, который я предлагала вам до этого во всех своих изделиях, не тот, который используется вот в этом берете. Но сюда он немножко не подходит. Текстовое описание и PDF-схему, если вам не нравится вязать по видео, вы можете скачать у меня на Бусти. Там будет формат А4, который легко распечатать и легко брать с собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. Для вязания мне потребуется чуть больше, чем 100 грамм вот такой пряжи. Это Alize Royal Merino. Здесь стопроцентная мериносовая шерсть. В одном мотке 50 грамм. Мне потребуется 3 мотка, но от последнего мотка у меня остается даже больше, чем половина. Крючок 4,5 мм. Иголка для сшивания и контрастная нить для набора. Беру контрастную нитку, беру крючок и набираю 45 воздушных петель. Петли набраны. Дальше я буду вязать основным цветом. Итак, этот берет, эта шапочка у меня вяжется клиньями. Всего клиньев у меня будет 8, но каждый клин будет состоять из 4 рядов. Один ряд туда, один ряд обратно, один ряд туда, один ряд обратно. И уже каждый ряд будет состоять из множества маленьких отрезков. Я не делю каждый ряд, вот эти вот отрезки, я не выделяю как отдельные ряды, потому что мне кажется, это только путает процесс, только путает вязание и сбивает с толку с того момента, где мы сейчас находимся. Итак, сейчас я буду вязать первый ряд основным цветом. Беру наборную цепочку, беру нитку основного цвета и делаю воздушную петлю подъема. Дальше немножко поворачиваю цепочку и вкалывать крючок. В первом ряду я буду за перемычки. Вот так. Вкалываю крючок, подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Раз. В следующую точку опять в перемычку. Соединительная петля. 2. В следующую точку. Соединительная петля. 3. Для первого отрезка я вяжу 11 соединительных петель. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. Итак, первый отрезок готов. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше второй отрезок в противоположную сторону. Напоминаю, это все идет первый ряд. Делаю накид на крючке и вкалываю крючок во второе звено от крючка. Подхватываю рабочую нить и протаскиваю эту нитку через все петли на крючке. Получается соединительная петля с накидом. Раз. В следующую точку. 2. В следующую точку. 3. Здесь я уже работаю за дальнюю полупетлю. 4. То есть все петли в этом изделии будут работаться за дальнюю полупетлю. Единственное отличие — это первый ряд, когда мы вяжем по наборной цепочке. Здесь будет тоже 11 соединительных петель с накидом. То есть вяжу так до конца ряда. Так, провязываю последние петли. И вот 11 петля придется в последнее розовое звено. Все, на этом второй отрезок тоже будет готов. Дальше опять воздушная петля подъема, поворот. И теперь вяжу 13 обычных соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю тушку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я дохожу до ступеньки, до конца первого отрезка, вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд точно так же опять в перемычку. И делаю соединительную петлю. Это получается 12. И в следующую точку 13. Дальше воздушная петля подъема и поворот. И в обратную сторону работаю, делаю 13 соединительных петель с накидом. Начинаю во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Снова воздушная петля подъема, поворот. И теперь делаю 19 обычных соединительных петель. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Опять делаю сцепку, вкалываю в перемычку и в нижний ряд тоже в перемычку. 14. И перехожу на вязание по наборной цепочке. 15, 16, 17, 18 и 19. Снова воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и начинаю делать соединительные петли с накидом. 1, за дальнюю дужку 2, 3,
4, 5, 6. Делаю 6 соединительных петель с накидом. Воздушная петля подъема, поворот. Дальше идет выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку вкалываю крючок и делаю соединительная петля, соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и просто соединительная петля. Итого получается 6 разных петель. И получается вот такой вот выпуклый элемент листика. Дальше снова я оказываюсь у ступеньки, вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. И делаю одну соединительную петлю. И в следующую точку делаю вторую соединительную петлю. Вот так. Опять воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку и работаю соединительными петлями с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель я провязала. Мне нужно связать еще 2, но я оказываюсь у ступеньки. Здесь сцепка выйдет на лицо, поэтому ее я делаю чуть-чуть по-другому, да? Я вкалываю крючок в перемычку и подхватываю еще вот эту ниточку. Получается, что я подхватываю 2 нитки. Делаю накид на крючке и в нижний ряд за дальнюю дужку. И протаскиваю петлю через все нитки на крючке. Это будет 1. Подтягиваю, подтягиваю. Снова накид, в следующую точку за дальнюю дужку это будет 2. И вот получается, я сделала 10 соединительных петель с накидом за дальнюю дужку. Воздушная петля подъема и поворот. И смотрите, у меня готов полностью листик. И дальше начинается тот самый раппорт, который будет все время повторяться до конца ряда. Раппорт из узора, да? Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оказываюсь у ступеньки, вкалываю крючок в перемычку и в перемычку наборной цепочки. 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И первым отрезком в раппорте будет 16 соединительных петель. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли с накидом. И я здесь делаю 6 соединительных петель с накидом. 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь выпуклый элемент листика. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и делаю соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и соединительная петля. Итого 6 петель. На этом выпуклый элемент листика закончен. Дальше вкалываю крючок в перемычку, так, в перемычку и в нижний ряд в перемычку. И делаю 1 соединительная петля и в следующую точку 2 соединительная петля. Снова воздушная петля подъема, поворот, накид на крючке, во второе звено от крючка делаю
соединительные петли с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дохожу до ступеньки, делаю снова сцепку, которая выйдет на лицо, поэтому вкалываю крючок в перемычку и подхватываю еще ниточку, накид на крючке, 9, 10. Воздушная петля подъема и поворот. И вот я сделала один раппорт. И дальше повторяю вязать так до самого края, пока у меня вот здесь вот не закончатся петли. То есть это опять 16 соединительных петель. Дальше возвращаюсь 6 соединительных петель с накидом, выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда, дальше 10 соединительных петель с накидом. И таким раппортом я работаю до самого края. Сделала я последний раппорт, он закончится ровно в том месте, где заканчиваются наборные петли, да, то есть вот я провязала в обратную сторону последний элемент, это 10 соединительных петель с накидом, сделала воздушную петлю подъема, и дальше я начинаю делать второй ряд. Итак, воздушная петля подъема сделана, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 5 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 8 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Оказываюсь у ступеньки, значит, нужно сделать сцепку. Здесь алгоритм всегда такой. Если вижу ступеньку, делаю сцепку. Здесь сцепка выйдет на лицо, поэтому подхватываю 2 ниточки, накид на крючке в нижний ряд за дальнюю дужку. Делаю 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше делаю выпуклый элемент листик. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, но здесь точно такой же, как и в предыдущем ряду. Соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и соединительная петля. Выпуклый элемент листика на этом готов. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше начинается раппорт, который мы будем повторять во втором ряду. Во второе звено от крючка. Итак, делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и делаю соединительную петлю с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Оказываюсь у ступеньки, значит, делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку, в ниточку, накид и в нижний ряд. 7, 8, 9, 10, 11. Опять сцепка. В перемычку, в ниточку, накид на крючке и в нижний ряд. 12, 13, 14, 15, 16. Итак, первый элемент в раппорте это снова 16 петель, но здесь это будет 16 соединительных петель с накидом. Воздушная петля подъема и поворот. Дальше 10 обычных соединительных петель. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу в обратную сторону 8 соединительных петель с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь делаю выпуклый элемент листика. Точно такой же, уже знакомый всем, привычный выпуклый элемент листика. Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку, соединительная петля, соединительная петля с накидом, полустолбик с накидом, полустолбик с накидом, соединительная петля с накидом и соединительная петля. И на этом раппорт готов. Вот он получился, листик. И дальше работаю так, повторяю. 16 соединительных петель с накидом, 10 обычных, 8 соединительных петель с накидом, выпуклый элемент листика. Опять 16 соединительных петель с накидом, 10 обычных, 8 петель с накидом, выпуклый элемент листика. Здесь листиков, вот смотрите, если мы считаем, в первом ряду будет 1, 2, 3, 4. Во втором ряду листиков тоже будет 4. Будет 1, 2, 3, 4. И вот когда довязываем 4-й листик, довязываем 4-й раппорт, вот здесь вот встречаемся, и я вам покажу, как закончить этот ряд, чтобы он перешел в резинку. Вот смотрите, я связала 4-й листик, да, 1, 2, 3, 4. То есть все, дальше листики я не делаю. У меня остается вот расстояние, и сюда я вяжу последний отрезок. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, делаю сначала накид и вяжу здесь 14 соединительных петель с накидом. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все ступеньки, которые я встречаю на своем пути, я делаю со сцепками, да? Вкалываю крючок в перемычку в ниточку, накид на крючке, в нижний ряд. Вывожу, подтягиваю 7 и 8. Еще одна ступенька. Опять в перемычку в ниточку, накид на крючке в нижний ряд, 9, подтягиваю, подтягиваю, 10, 11, 12, 13, 14. У меня получается здесь 14 соединительных петель с накидом. Вот смотрите, второй ряд на этом закончен. Дальше третий ряд. Третий ряд будет очень похож на первый. Единственное, что мы сделаем его на один раппорт короче. То есть у него будет не 4 листика, а 3, потому что мы делаем клинья, мы вяжем все-таки берет, и здесь мне нужен, естественно, треугольник. Да? Итак, третий ряд. Начинаю. Воздушная петля подъема, поворот, и сначала делаю 11 соединительных петель. Начинаю второе звено от крючка за дальнюю дужку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Воздушная петля подъема, поворот в обратную сторону, 11 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
воздушная петля подъема, поворот, 13 обычных соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше делаю сцепку и в нижний ряд, да? 12 и 13. Снова воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 13 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Снова воздушная петля подъема и снова поворот. И дальше здесь все вяжется точно так же, как в первом ряду. 19 соединительных петель обратно, обычных, затем 6 соединительных петель с накидом, затем выпуклый элемент листика, 2 петли из нижнего ряда, и возвращаюсь и делаю 10 соединительных петель с накидом. В принципе, здесь все то же самое, что в первом ряду. Я подробно рассказывать уже не буду. Раппорт абсолютно идентичен, только вяжем на один листик меньше. Если вам для наглядности нужна схема этого берета, то добро пожаловать ко мне на Boosty. Там будет схема и текстовое описание в PDF-формате, который можно распечатать и брать с собой куда угодно. Вот, я связала третий ряд. Смотрите, в нем раз, два, три. 3 лепестка. И вот здесь получается угол. Дальше начинаем четвертый ряд. На самом деле четвертый ряд будет аналогичен второму. Единственное, в нем будет разница, в нем будет не 4 лепестка, как во втором, а 3 лепестка, как в третьем. Но здесь схема будет практически та же самая, просто чуть-чуть короче. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Снова сначала вяжу 5 соединительных петель за дальнюю дужку обычных. Раз, два, три, 4, 5. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке, вкалываю крючок во второе звено от крючка и работаю раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше выпуклый элемент листика. Второе звено от крючка. Раз. Соединительная петля с накидом 2. Полустолбик с накидом 3. Полустолбик с накидом 4. Соединительная петля с накидом 5. И соединительная петля обычная. Так. 6. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше начинается раппорт, да, который здесь повторяется опять-таки до 2 раза, да. То есть вот до сюда мы его повторяем, и дальше последний ряд уходим на резинку. Здесь будет 14 соединительных петель с накидом. В общем, вяжется все точно так же, как во втором ряду, как я уже сказала. Единственное, что на один раппорт этот ряд будет короче, и тогда получится скос у клина. Вот я связала 2 раппорта, итого 3 листика, раз, два, 3, и делаю последний отрезок, воздушная петля подъема, поворот. Здесь 14 соединительных петель с накидом, которые уходят в резинку. Раз, два, 3, 4, 5, 6, сцепка, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. И на этом у меня готов 4-й ряд. И готов один клин. Видите, он вот здесь имеет сужение, и вот здесь имеет сужение, потому что здесь резинка, здесь как бы основание берета. А дальше вот она, расширяющаяся часть. И дальше мы переходим к вязанию второго клина. Второй клин вяжется точно так же, как первый. То есть снова начинаю вязать первый ряд. Здесь, естественно, нить я не обрезаю, заново не набираю контрастной ниткой, все продолжаю по ходу вязания. Воздушная петля подъема, поворот. Снова вяжу сначала, я не буду уже показывать, 11 соединительных петель в эту сторону, затем 11 соединительных петель с накидом обратно, затем 13 соединительных петель, затем 13 соединительных петель с накидом обратно, затем 19 соединительных петель, затем 6 петель с накидом обратно, выпуклый элемент листика, 2 петли с нижнего края, 10 петель, 10 соединительных петель обратно. И дальше начинаю работать раппортом. Сначала я вяжу первый ряд. В первом ряду будет 4 листика. Затем во втором клине я свяжу, перейду к вязанию второго ряда. Все будет точно так же. Во втором ряду снова будет 4 листика. Но они будут располагаться, видите, как бы в шахматном порядке относительно первого. Затем снова свяжу третий ряд. Здесь будет 3 листика. 1, 2, 3. И затем свяжу четвертый ряд. Здесь будет снова 3 листика. И всего таких клиньев для беретика мне нужно 8. Смотрите, я провязала в первом ряду второго клина 3 листика. Да? 1, 2, 3. И здесь мне остается связать лишь четвертый раппорт, да, 4-й листик. Здесь он будет точно такой же, будет одно небольшое уточнение. То есть если вы все вязали вместе со мной, вы заметили, что нигде ступенька не совпадает со ступенькой. То есть у вас нет такого момента, что вам приходится крючком проходить 2 ступеньки. Да? И вот здесь, в этом месте, где мы вяжем 4-й раппорт первого ряда, под которым есть еще клин, не наборный ряд, а какой-то предыдущий клин, здесь такое место будет. Оно будет одно, единственное на всю шапку. Вот оно. Здесь совпадут пипочки. Вот у этого ряда, это был 4-й ряд первого раппорта, и у первого ряда второго раппорта. Они совпадут, потому что здесь они не в шахматку идут друг к другу, здесь они идут как бы друг над другом. И смотрите, то есть здесь получается таким образом. Мне нужно связать 16 соединительных петель. Начинаю во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот она, ступенька, а точнее сразу 2 ступеньки. Я вкалываю крючок в одну перемычку, во вторую перемычку и в нижний ряд. 11, опять ступенька одинарная, в нижний ряд, 12, 13, 14, 15, 16. Ну а дальше вяжу уже как обычно этот раппорт довязываю, да, 6 петель обратно, выпуклый элемент листика, 2 петли, вот как раз они остались из нижнего ряда, и 10 петель с накидом в обратную сторону. И на этом первый ряд будет закончен, первый ряд второго клина. То есть, смотрите, если вы на протяжении всей шапки не встретили ни разу вот такой двойной ступеньки, то все правильно. Единственное место, в котором она встречается, это вот здесь, вот в этой точке. Эта информация как бы для контроля себя, потому что если где-то в другом моменте у вас ступеньки накладываются вот так вот параллельно, да, одна на другой, то значит где-то ошибка, потому что я специально разработала эту схему так, чтобы ступенечки всегда смещались, чтобы не было наложения ступенек. Вот только вот эта точка, вот она. Это то место, где ступеньки совпадают. Больше таких точек в этой шапке не будет. Но, соответственно, их дальше будет еще 6, да, потому что мне нужно будет еще связать помимо второго клина все остальные клинья. Почему не 8? Потому что последний ряд мы будем сшивать.
Провязала я 8 клиньев. Смотрите, как я их считаю. Я считаю их по макушке. Здесь вот лепестки выходят из макушки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть 8 полных клиньев. Вот смотрите, последний клин я провязала. Здесь у меня открытая петля, и я оставляю хвостик еще приблизительно 2 метра. Этим хвостиком я буду эту шапку сшивать. Беру иголку, вставляю в нее хвостик. Так. И первым делом я как бы закрываю открытую петлю. Данный беретик я буду сшивать по лицевой стороне, то есть складываю его вот таким образом. И здесь я буду применять обыкновенный трикотажный шов по закрытым петлям. То есть невидимый шов, ювелирный невидимый шов здесь не подойдет, буду применять трикотажный. Итак, сначала вкалываю иголку для того, чтобы подцепить самую первую вот эту вот петлю на той части, где наборный ряд. Подтягиваю и возвращаю иголку в только что закрытую петлю. Вот так. И в следующую. Вот так. За дальние дужки. Теперь на той стороне, где контрастная нитка, я опять смотрю, как проходит контрастная нить. Вот она подхватывает вот так вот 2 петли, вот 2 петли. Здесь контрастная нитка, опять-таки, является подсказкой. И почему я набираю здесь ряд контрастной ниткой все равно? Во-первых, она подсказка, во-вторых, по итогу я ее удалю. И этот шов станет более плоским, да? То есть если делать наборный ряд основным цветом, так тоже можно. Во-первых, вы лишите себя вот этой подсказки, которая будет вам указывать на те ножки, которые нужно подцепить, а во-вторых, у вас получится толстый шов. Да, и вот для того, чтобы более-менее складить этот ряд, чтобы его более-менее сплющить, облегчить, ну и плюс я экономлю пряжу. Честно скажу, я рассчитывала эту шапку изначально на 2 мотка, то есть на 100 грамм, но 100 грамм мне не хватило. Чуть-чуть пришлось задействовать пряжи из 3-го мотка. Хотя обычно я стараюсь делать шапочки, беретики из 100 грамм. Вот, и для того, чтобы немножечко сэкономить пряжи, я делала шов. Я делала наборный ряд контрастной ниткой, но все равно это не помогло. То есть здесь подхватываю вот дужки, вот эти вот 2, которые обхватывает контрастная нить. А на другом крае вот так вставляю в петлю, из которой нитка выходит, и вот так вот вывожу из следующей петли, из следующей кромочной. Подтягиваю. Здесь можно прям туго-туго затягивать, да, потому что этот шов не является частью вязания. Здесь он должен как бы слепить 2 половинки для того, чтобы все было красиво и незаметно. То есть прям вот туго подтягиваю, чтобы ничего не висело, да, чтобы пространство не образовывалось. Снова подхватываю на той стороне, где наборный ряд. И теперь в одну кромочную, во вторую. Это обыкновенный трикотажный шов по закрытым петлям. Снова подхватываю, подтягиваю. Опять подхватываю кромочные, подтягиваю. Подхватываю ножку, которую огибает контрастная нитка. Подтягиваю. Ну и работаю так до конца ряда. Один небольшой нюанс будет там, где будут ступеньки, потому что вот в этом ряду, вот видите, как красиво все равно смыкается вязание. В этом ряду есть ступеньки. Давайте я дойду до ступенек, покажу вам, как работать там.
Итак, сперва я оказываюсь там, где ступеньки, на противоположной стороне, там, где контрастная нитка. Ну, снова смотрю, вот как подхватывает контрастная нитка ножки. Вот так. И точно так же вкалываю иголку. В одну кромочную, во вторую, в дальние полупетли. Снова вот так проходит контрастная нитка. И точно так же делаю иголкой. В одну кромочную, во вторую. И опять. Здесь поправляю, раздвигаю, смотрю, вот ножки, которые подхватывает контрастная нитка. Здесь в одну кромочную, но здесь оказывается ступенька, да? Еще подхвачу перемычку от ступеньки, вот так. И в следующую кромочную вот так вот выведу. И на обратном пути я снова подхвачу вот эту перемычку. И подтягиваю. И снова смотрю, как контрастная нитка, вот она обхватила две ножки. И я обхватываю их иголкой. Опять в кромочную, в следующую кромочную за дальние полупетли. И подтягиваю. Опять смотрю, как контрастная нитка проходит. Делаю то же самое иголкой. Опять в кромочную, в перемычку и в следующую кромочную за дальние полупетли. Подтягиваем. И когда возвращаюсь, я снова вкалываю иголку в перемычку. А здесь смотрю, как контрастная нить. Вот она. Подхватывает вот эти ножки. Вот так. И подтягиваю. Опять в одну кромочную, во вторую за дальнюю полупетлю. И снова подтягиваю. И, в общем, вот смотрите, шов сшивается. Здесь еще контрастная нитка не удалена, но все равно все смотрится красиво и незаметно. Работаю так до самой макушки. Подхожу к макушке. Здесь сшиваю последние стежки. Так. Вот так подхватываю на противоположной половине. И последний стежок. И вот так подхватываю последнюю точку. Все, смотрите, дальше шов можно немножко вот так вот подтягивать, если он у вас получился в каком-то моменте рыхлый, как вот у меня, допустим. Аккуратно беру иголку и подтягиваю. Можно так делать по всей длине. Повторю еще раз, этот шов нужно сшить плотно. Он не часть вязания, он шов. И он должен сомкнуть, состыковать две половины, и поэтому вот как можно плотнее, да, чтобы он стал незаметным, вот таким вот. Дальше здесь, так, здесь хвостик конечный. Начальный хвостик у меня вот тут. Открываю наборную нитку. Так, и тут аккуратно тяну за хвостик. Если все правильно сшито, то шапка не расползется, петли не упадут, да. И просто вот так вот в одно движение фактически удаляю контрастную нить. Повторю еще раз, можно делать без контрастной нити, можно этот шов набрать основным цветом, этот ряд, первый ряд набрать основным цветом, тогда удалять его не надо. Тогда все оставляете так, как есть, и просто прячете хвостик и стягиваете макушку. Я же удалю для того, чтобы шов получился еще более-менее плоским, да? Еще более идеальным. Здесь, там, где макушка,
Вот смотрите, что получается. У меня здесь было 8 клиньев. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Получается 8 лепестков вот в этом цветочке, который в макушке. И дальше просто его стягиваю. Я вкалываю всю ту же самую иголку с той же самой ниткой в пипочке от макушки, да, вот так. Подхватываю здесь 2 нитки, как всегда, перемычку вот эту и еще вот эту нитку. Раз, два, подхватила. Следующую точку. Так. Итак, 3, 4. Следующую точку. 5. 6. 7. И вот последняя точка. 8. Это лицо моего берета, и я вот так вот его затягиваю. И дальше увожу уже эту нитку наизнанку, там делаю узел, прячу хвостики. Давайте еще потуже затяну. Изнанка, кстати, тоже получается у этого узора очень красивая. Здесь, кстати, можно пройтись и во второй раз, для того, чтобы просто чтобы макушка была покрепче. Делаю узел. Как-нибудь вот так давайте. И прячу хвостик вдоль вязаного какого-нибудь ряда. Вот такими вот обматывающими движениями. Иголкой я прокладываю нитку сантиметров 5 и далее я ее просто обрежу. Точно так же поступаю со вторым хвостиком. Все, берет на этом закончен. Шов практически незаметен, с лица его вообще не видно, с изнанки. С изнанки он проходит вот здесь, то есть с лица это будет вот это место. Вот он идет. И вот так выглядит макушка этого беретика. Дальше его ждет ВТО, стирка, и буду его отпаривать. Вот такая красота получается. Смотрите, если вот этот край резинки у вас получился, ну, немножко не такой, да, допустим, у вас он великоват по размеру, то можно в последние 2 ряда вставить нитку-резинку. Я оставлю ссылку на шортс, там я показываю, как я это делаю. Мне такой размер хорошо подходит, я не буду вставлять, да, но если бы у меня получился на пару-тройку сантиметров больше, я бы непременно в край вставила резиночку. В этом нет ничего страшного, это нормально для такого вида беретика, я всегда делаю такие беретики именно так. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что смотрите мои видео, пишите комментарии. Если нужна схема и текстовое описание, добро пожаловать ко мне на Бусти, там будет все в PDF формате. Спасибо за внимание, пока-пока.